Всем привет! В этот раз мы отправились на остров Путятина, одно из самых красивых мест Приморья. Мы вышли на катере из бухты Руднева и направляемся к легендарным скалам 5 пальцев. Эти величественные скалы похожи на руку гиганта, настоящая жемчужина острова. Но главное сокровище здесь – это удивительные обитатели. На камнях греются сивучи, северные морские львы. Знаете ли вы, что сивучи – это не просто тюлени, а самые крупные представители ушастых тюленей. Взрослые самцы могут достигать длины 3 метров и весить больше тонны. Эти величественные животные занесены в Красную книгу России как вымирающий вид. Каждый сивуч имеет свой уникальный рисунок шкуры, и исследователи буквально могут опознавать их в лицо. В воде развивают скорость до 30 км в час и могут нырять на глубину до 200 метров. Правила наблюдения. Во-первых, мы соблюдаем дистанцию не менее 50 метров. Ближе нельзя. Это вызывает у животных стресс. Никогда не пытаемся их покормить. Человеческая еда для них смертельно опасна. В-третьих, сохраняем тишину. Громкие звуки могут спугнуть животных и заставить покинуть лежбище. И главное, никогда не пытаемся высадиться на камни. Это нарушает их покой и может быть опасно для нас самих. Их покой под защитой закона, и мы, как ответственные путешественники, обязаны соблюдать эти правила. Только так мы сможем сохранить эту уникальную популяцию для будущих поколений. Мы плывем от Кикура в 5 пальцев на север острова, вдоль Кикура-Слон и бухты 7. Высаживаемся перед забором, перекрывающим южную часть острова в бухте 2-5. И здесь стоит рассказать историю этого забора. Основная причина, по которой значительная часть острова Путятина огорожена, это частное фермерское хозяйство. В конце марта 2020 года часть земель была сдана в аренду местному предпринимателю для организации звероводческого питомника по разведению оленей и кабанов. После получения земли арендатор огородил территорию. Этот забор перекрыл свободный доступ к популярным бухтам и знаменитым скалам южной части острова, включая те самые 5 пальцев, петуха, слона и дракона. Естественно, это вызвало огромный резонанс и конфликт с местными жителями, рыбаками и туристами. В 2021 году арендатора даже привлекли к ответственности и оштрафовали на 40 тысяч рублей за незаконное ограничение доступа к берегу с требованием обеспечить проход. Однако затем предприниматель сумел юридически изменить правила пользования землей. Власти признают, что в новой правовой ситуации не могут заставить его убрать забор. Таким образом, эта ограда не пограничная, а частная. Она установлена для сдерживания животных и обозначения границ аренды. Попасть на южную, самую живописную оконечность острова теперь крайне сложно или невозможно, без разрешения. Итог печален. Половина острова огорожена. Не из-за секретности, а в результате передачи земли в аренду. Это привело к ограничению доступа к уникальным природным объектам и до сих пор остается предметом споров. А мы продолжаем наш путь и попадаем в одно из самых удивительных мест острова – на озеро Гусиное. И здесь нас ждет по-настоящему уникальное зрелище. Перед нами расстилается огромное зеркало воды, украшенное россыпью нежно-розовых цветов. Это цветет легендарный лотос Комарова. Редчайшее растение занесено в Красную книгу России. Это не просто цветок, а настоящий живой реликт, переживший ледниковый период и эпоху динозавров. Ученые считают, что этим растениям более 100 миллионов лет. Лотос – настоящий мастер выживания. Его корневища могут расти с невероятной скоростью до 10 см в сутки, а само растение является настоящим долгожителем, способным жить до 1000 лет.
Каждый бутон живет около 4-5 дней, а его лепестки меняют цвет от ярко-розового утром до почти белого к вечеру. Листья и вовсе обладают удивительными свойствами. Они никогда не намокают благодаря особому восковому налету. Но главная магия лотоса в его семенах. Они могут пролежать в земле более 100 лет, а потом дать жизнь новому растению. Именно поэтому лотос и пережил столько тысячелетий. Озеро Гусиное – это особая хрупкая экосистема. И, конечно, здесь тоже есть свои правила, которые важно соблюдать, чтобы сохранить эту красоту. Не срывать цветы и листья, не заходить в воду, не мусорить. Увидеть цветение лотоса Комарова – большая удача и незабываемое зрелище. Это настоящий символ жизненной силы и чистоты, который остров Путятина бережно хранит. Мощность дозы 11 микрорентген в час. Нормально. Это радиация на самом острове Путятина. 11 микрорентген в городе Владивостоке и Уссурийске 19 показывает, на Путятине 11. То есть тут безопасно. Замеряем потом в Дунае, посмотрим, что там. Рядом с бухтой Широкой, где мы сейчас стоим, есть такой маяк. Оттуда должен быть офигительный вид. А стояли мы на байдарках буквально через пару мысов туда. И мы на байдарках доплывали до этого места, именно до Широкой. Я потом в ролике это покажу. И как этот маяк смотрится с моря. Вот. Можно попасть вовнутрь этого маячка. И тут, я так понял, через эту дверь его обслуживали. Вот, ну все открыто, ничего здесь внутри нету. Скорее всего, тут или были какие-то батареи аккумуляторные, либо он был на кабелях. А тут внутри полое просто. Ну вот шел провод. Вот видно, что сюда что-то шло. Скорее всего, наверное, был просто какой-то аккумулятор. Их просто меняли, а потом забили. Страшно, он весь ржавый, гнилой. Когда-то здесь стоял фонарь. Ну, сейчас сгнило, но он такой весь гнилой. Но вид, конечно, тут офигенный. Обратите внимание, какая тут вода. Вода на Путятине просто прозрачная. Это как кто-то там про Мальдивы говорит. Вот какие Мальдивы, вот вам Мальдивы. Вода вон прозрачная, видно. Каждый камушек на дне. А вот это сопка. 360 метров. Попробуем завтра ее штурмануть. Говорят, полчаса и ты на месте, и открывается обалденный вид, видно даже Владивосток. Вот, если найдем дорогу, то завтра поднимемся на нее обязательно. Наш рассказ об острове Путятина будет неполным без упоминания одной из самых тревожных страниц истории этих мест. Речь идет о так называемых ядерных могильниках в районе поселка Дунай, местах затопления радиоактивных отходов в акватории залива Стрелок. Главным источником радиоактивных отходов в этом районе был судостроительный комплекс «Звезда» в Большом Камне, занимавшийся ремонтом и утилизацией атомных подводных лодок.
60-е и 80-е годы экологические нормы были крайне слабыми, и отходы часто утилизировали самым простым и дешевым способом – захоронением в морской акватории. Ну, вот сейчас взял дозиметр. Идем смотреть, что там. Вот, смотри, видишь, какого цвета? Что показывает? 17. Мощность дозы 18 микрорентген в час. Ну, нормально. По данным экологов, в акватории залива Стрелок происходило затопление твердых радиоактивных отходов, загрязненный металлолом, обрезки корпусов реакторных отсеков, оборудование и сброс жидких радиоактивных отходов низкого уровня активности. Основным районом затопления считается акватория вблизи поселка Дунай и острова Путятина. Главная опасность сегодня заключается в коррозии контейнеров и металла. Со временем барьеры, изолирующие радиоактивные материалы, разрушаются, а радионуклиды могут поступать в морскую воду, а затем и в морские организмы. Открытых данных о значительном превышении радиационного фона на поверхности воды или на суше нет. Официальные источники ведут постоянный мониторинг и заверяют, что уровень радиации соответствует норме. Главная рекомендация – с осторожностью относиться к употреблению донных морских обитателей, выловленных в непосредственной близости от предполагаемых мест захоронения. Это печальное наследие советской эпохи, последствия которого до конца не изучены и потенциально представляют собой серьезную экологическую проблему на дне залива. Поднялись мы на сопку Старцева, 355 метров. Здесь офигенные виды. Видно Аскольд, Дунай, Фокино, Павловск, бухту, где мы были, откуда мы стартовали. Это база отдыха Песочница. Вот. Ну, короче, вот видно Волчинцы в той стороне. Видно весь Путятин, как на ладони. Видно озеро, где мы были. Видно часть, где мы были на Кикурах, на Сивучах. Короче, виды просто офигенные. Подниматься, ну, мы пёхали с рюкзаками, с палатками. Было тяжело. Так, в целом, полчаса, и ты на месте. Встретили много по пути туристов. Вот. Сегодня погода такая себе, ветер и сильный туман и облачность. Даже вот какие-то тучки, как будто бы будет дождь непонятный, может грозовой. Вот, поэтому все в дымке, видимость не очень. А так, если сюда в хорошую ясную погоду приехать, говорят, видно даже Владивосток. Но вид офигенный. И в чем прикол? Здесь такая вода чистая, что вот я отсюда, ну, камера не передаст, я отсюда вижу, вот как... не знаю, сколько там, вот просто вот там внизу видно трава, как растет трава, где нет травы. То есть вот море меняется, да, у него видно, что цвет меняется. Вот снизу я даже прям вижу риф. Вот здесь вот снизу видно прям вот скалы, какие-то рифы. И, ну, то есть вода просто прозрачная. На Путятине вода прям, ну, очень крутая. Поэтому всем советуем. Гора или сопка Старцева.
нормальная. Тут есть два подъема, говорят. Есть один подъем вот правый, с которого мы шли с бухты широкой. И есть еще левый. Здесь есть буквы, надпись, что гора Старцево. Вот можно пуститься слева. Говорят, что тут с левой стороны попроще заходить, он более пологий. Вот. Но мы не выбираем легких путей. Но мы продолжаем дальше. Сейчас ищем памятник и хотим посетить церковь на Путятино. И потом будем отплывать на барже в сторону дома. Памятнику Старцева подниматься тоже весело. Почти так же, как и на гору на его идти. Тоже тут такой лютый подъем. Но мы не могли найти дорогу. Все местные говорят, что да вот там. Мы уже что-то тут прошли мимо. Вернулись. Нету ни одной таблички. Хотя бы администрация бы поставила табличку. Ихние местные знаменитости. Что где он находится, этот памятник. Сюда бы больше людей бы ходило. Мы подошли к памятнику Алексею Дмитриевичу Старцеву, удивительному человеку, которого называют декабристом Дальнего Востока. Он стал успешным купцом, в 1891 году арендовал остров Путятино на 99 лет. Здесь Старцев создал уникальное хозяйство, настоящий райский уголок. Он построил кирпичный и фарфоровый заводы, продукция которого получила награду в Париже. Разводил тутового шелкопряда, выращивал табак, разводил фруктовые сады и виноградники. На острове даже существовал змеиный питомник для сбора яда. После революции и гражданской войны имение было разорено и пришло в упадок. Алексей Старцев был не просто предпринимателем, а настоящим просветителем-инноватором, который внес огромный вклад в экономическое и культурное развитие Южного Приморья. Остров Путятино – уникальное место, где величественные скалы служат домом для сивучей, цветут древние лотосы, а история предпринимателя Старцева переплетается с современными экологическими вызовами. Это жемчужина Приморья, требующая бережного отношения и сохранения своей хрупкой природы. Если будете в этих краях, остров Путятино очень рекомендован к посещению. Его неповторимая природа и уникальные обитатели оставят незабываемые впечатления. Вы удивитесь, мы находимся в Дунае, возле баржи. И здесь 8 микрорентген показывает, 10. В смысле, капец, меньше, чем везде, где мы были. 11. Вот так вот. В Дунае безопасно.